Доброго времени суток, дорогие друзья! Всем большой привет! Вас приветствует наш канал «Пара нормальных блогеров». Перед тем, как начать наше видео, подпишитесь на наш канал, пожалуйста. Да, и поставьте лайки. Ну а мы начинаем. Хотим сразу сказать, что в этом видео не будет ничего такого, типа экшен и прочее, каких-то летающих гробов, привидений, призраков. Нет. Здесь будет только то, что нам удалось достать какие-то материалы, аудиокассеты, записи в той самой легендарной психушке. Ну, одним словом, это все у нас большая и глобальная аналитика, долгожданная, которую вы все так долго ждали. Так что все товарищи, которые мимо проходящие, также проходим мимо. Не говорите, что это скучно, нудно и прочее, прочее, прочее. Здесь серьезно проделанная работа. Да, причем не однодневная. Мы занимаемся этим исследованием, так назовем его, уже, наверное, больше полугода. Поэтому, кому это будет скучно, переключайтесь, ставьте другое видео. В этом видео будет только то, что мы собрали. Итак, друзья, а сейчас мы хотим, чтобы вы посмотрели на одно письмо, которое нас заинтересовало в первую очередь. Почему? Потому что оно было напечатано. Итак, внимание. Мы прекрасно понимаем, что на видео будет достаточно сложно разобрать все то, что там написано. Поэтому содержание текста я зачитаю закадрово. А все фотографии с записями доктора, письмами и прочим мы для вашего удобства выложим в нашем Инстаграме и на страничке ВКонтакте. Под этим роликом вы найдете ссылочки на них, пройдя по которым вы сможете сами хорошенько рассмотреть и ознакомиться со всеми записями. Итак, а сейчас перейдем к содержанию написанного письма. Добрый день. Ждала ответа на свое письмо, но так и не дождалась. Как вы живете? У меня все по-прежнему. Сил мало, дел много. Много читаю. А сейчас много интересного. И вся в долгах. Полно всевозможных дел. Пока читаю, пока делаю, можно жить. Как только просвет в делах, сразу Наташа. Остро, боль. Относительно казанских драк. Высылаю тебе журнал «Новое время», номер 34, от 19.08.88 года. Статья Ксении Мяла. «Казанский феномен». Обязательно верни. Журнал не мой, и я должна отдать. Мне кажется, у тебя, как и у меня, чем мы и отличаемся от мышления Наташи и отца, какое-то формальное догматическое мышление. Мы как бы умные дураки. Ум односторонний, с большим креном в сторону. Это я говорю о себе в молодости. Сейчас моя голова работает плохо, и ни на какой ум я не претендую. Я просто говорю о строе мышления. Ты кончил институт, начал работать. Свежий, сильный ум,
талант, ни грамма лени, голова полна идей, доверчив, как ребенок, и никакой поддержки, только желание обобрать. Надо как-то защищаться от зла, и ты обращаешься к праву, в случае чего есть суд, на него надежда. Вот твоя ориентация в эти годы. А сейчас, в правде, от 26.08.88 года страна держит курс на создание правового государства. Сколько сейчас статей на тему о правовом государстве? Мы еще должны его создать. А как работают следователи? У них тоже планы, сроки, и если они не успевают уложиться в срок, с них спрашивают. Причем у них нет минимальной технической оснащенности и даже автомашин. Если они не установят вину, с них тоже спрашивают. Да к тому еще нужен высокий профессионализм и культура. Где уж тут глубина следствия и объективность? Тут одна надежда на счастливый случай. А он, случай, редок. А жизнь идет. Здоровье уходит, как в песок на бесплодное. Видимо, нужна переориентация. Вот ты иногда говоришь, зачем тебя, умного Ваню, держали в обаянии? Но ведь не держали. Даже во времена Сталина ничего от тебя не скрывали. К тебе относились с доверием. Дело-то все в том, что мама-то твоя из-за этой однобокости до 60 лет зеленая, книжная идеалистка была. И почему сейчас и всю жизнь я читаю, надеюсь понять мир, людей. Я и раньше понимала многое, но, повторяю, однобоко и, следовательно, искажено и неразумно. Наташа вот меня учила. Вот ведь как, не по злому умыслу. Тебе старалась дать все, что могла. А могла, кроме здоровья, мало. Вот и ты сейчас, так же, как и я, заблуждаешься с судами. Мне так кажется, а жизнь проходит мимо. Пиши, пожалуйста, я ведь беспокоюсь о вас. Мерки не прислали, и ничего я вам не купила. Потому что мало в этом соображаю, себе-то ничего не умею покупать. Наташа опять-таки и в этом меня выручила. В наших магазинах конфет тоже нет. Целую тебя и Сашу. 31.08.88 год. Ну что же мы видим в этом письме? Первый, на что мы наткнулись, это от кого вот этот вот самый конверт, мы его тоже показали, вы это видели. То есть жила она в другом городе, соответственно, что мы оттуда узнали из этого письма? Что она не очень хорошо себя чувствовала, болела. Вопрос был политического характера тоже, да? Рассуждение. Ну да. Тоже интересно, к этому мы еще вернемся. Вернемся, да. Мы, собственно, свои вот эти исследования начали с этого письма. Нам еще, когда мы его прочитали, в точности так же, как и вы, нам еще не было ничего понятно. Все, что нам стало понятно, это будет дальше. Да, мы изначально не поняли, от кого это письмо, от какой. Ну, понятно, что от родственницы, но да. от кого конкретно мы не знали. Уже после пазл сложился. Сложился, и мы поняли, что это письмо от матери. От матери этого доктора. Да, от матери этого доктора. Да. Ну что, наверное, продолжим и покажем вам сейчас письмо, ответное письмо доктора матери. Но нужно здесь сделать, наверное, замечание такое, да, что это письмо так и не было отправлено. И писалось оно матери, но просто изложение своих мыслей. Да, на это, кстати, обратите внимание, это даже не письмо, это рассуждение. Рассуждение просто, да.
То есть он в своих вот этих вот, на своих бумагах, он просто рассуждал, потому что мы его сейчас включим. Да, мы сейчас его включим. Давайте сначала Давайте, посмотрим, да, а потом... ознакомимся, вы все это наглядно увидите, Да. и потом порассуждаем на эту тему. Смотрим. Хотим еще обратить ваше внимание на то, что написанное матерью письмо датируется августом 1988 года. А вот ответ, точнее размышление доктора Новоселова было написано в сентябре, но уже 1990 года. То есть с разницей в 2 года. Я усматриваю в наличии в характере вашего типа неосознанного может быть желание послужить осью для вращения мира. Вообще, как я понимаю, интроверсия и желание по себе скроить весь мир свойственно людям с примитивным воспитанием и невысоким культурным уровнем. И это факт. У тебя сложнее. Ты же культурный сейчас. Но всяко сказываются привычки и период зависимости суждений от воспитания и от воли обожаемого отца. То есть у тебя более от характера, у Натальи более от воспитания. Результат один. Вы обе приносите себе в жизнь осложнения и трудности. Судить обо всех и делать выводы мог бы еще позволить себе с малым риском весьма развитый человек. Но человек заведомо ограниченный, чем увереннее, тем хуже делает себе. Либо он промахнется сразу, либо же, если и попадет, так ненадолго. Ведь жизнь не стоит на месте, и ее надо уметь отслеживать, что явно не под силу неразвитому. Друзья, далее идут политические рассуждения, а, повторюсь, все эти записи вы сможете изучить самостоятельно на фотографиях, которые мы выложим в соцсети. Ну вот посмотрите, друзья, что творилось в его голове. Причем вот то, что у него там происходило, он все это излагал на бумаге. Ну, кстати, да, и не только на бумаге, дальше вы послушаете аудиозаписи, но тем не менее, вот что сейчас мы с вами прочитали, о чем вообще это? Как ты думаешь? Ну, во-первых, что я поняла, это именно идет ответ на то самое письмо печатное, которое было адресовано к нему от матери. Да. И из письма матери мы поняли, что у них достаточно политизированная семья была. Ну Соответственно, он это уже перенес уже в более взрослую жизнь. И здесь он начинает рассуждать. Плюс наложилось то, что он, как это правильно сказать, психотерапевт, что ли? Тут кем он был, я так и не поняла. Он был немножко и психотерапевтом, и психологом, и доктором. Самая основная часть этого вот рассуждения в письме его, ну, будем так называть письмо. На самом деле это не письмо никоим образом. Изложение своих мыслей. Да, изложение. Вот, на ничего. этом тоже обратите внимание, да, это тоже очень важная деталь. Что основное? Он анализирует свою же маму, свою же, там появляется тоже сестру. Некая Н, это сестра его, да. Дальше вы тоже об этом узнаете, куда она делась, где она, чего и как. То есть про нее тоже проскользнет вот эта информация в аудиофайлах. Да. Ну, мы коротенько все. Да, тезисно все мы выберем. Постараемся во время нашего ролика, который вот вы сегодня увидите, постараемся изложить вам все, что мы собрали за вот это все время, за полгода. Да, ну, мы самую как бы интересную информацию постарались донести до вас, стараемся донести до вас.
Ваша, видите, вот сестренка моя. 10 лет назад, с небольшим здесь, в возрасте 38 лет от рака яичника умерла. Давай скажем еще то, что мы достали там, в домике, вот эту вот кипу бумаг, мы с тобой же подумали, что это дневник его, и он там писал как бы что-то такие. Нет, на самом деле, да, это писал он, записи это его, но в основном там все было про политику. Вот на тему политики, на тему Горбачева, на тему Ельцина. Использовав ее алчность и тупость. А это главное. Эстонский дайджест очень жесток в отношении СССР. И лично Горбачева и даже Ельцина. Так что неудивительно теперь блокирование печати повышением цен. Но поздно, Горбачев роль сыграл. Властью пользовался, и теперь нужны более последовательные и действенные люди, кто не побоялись бы за свои грехи и не тянули бы поэтому резину годами. Может быть, Горбачев и продержится еще, но это уже не праздник власти, а это попытка спасти свою шкуру. Посмотри, как он стал хмур. Для революции нужен более решительный, более последовательный и отрешенный человек. В этом соответствии с моим предсказанием 1986 года спохватился он о законности в конце 1990 года. Я это не раз предрекал с трибуны. А вот известие от 12.09.90. Горячо на съезде депутатов СССР. Почему-то вопросы становятся без обиняков. Межрегиональная группа ставит вопрос об ответственности КПСС официально пригвоздить КПСС за геноцид десятилетий и осудить большевизм за это. И так далее, да, там еще, по-моему, Андропова, тем более он был, как мы поняли, его фанатом. Ну, если вы помните фотографию, то есть да, можете вернуться, пролистнуть и посмотреть, и снова как бы вспомнить, что на домике висел огромный портрет Андропова. Ну, и вот из этого можно сделать вывод, что человек был очень политизированный. Но это не очень интересно, и поэтому в ролик мы это включать не будем. Ну, как бы, Нет. Если кому-то это будет интересно, мы выложим, но там ничего такого особо нет, поэтому проскакиваем эти моменты политические и продолжаем дальше. Да, оставим самое интересное и горячее. Да. Итак, ребята, а сейчас мы вам включим одну аудиозапись. Послушайте ее внимательно, это очень интересно. Так, мамуль, значит, чтобы определить, какое вино ты имеешь в виду, как? Как? Почему? Какой тромб? Почему ты говоришь, мама, от ложечки вина или винного тромба не будет? Ну ты сказал, что был тромб, но от одной ложечки не может быть тромба. Я еще раз говорю, от одной ложечки вина тромба быть не может. Поэтому ты попробуй сначала, может быть понравится. Не надо. Хорошо. Что нужно? Скажи пока какой. Какой? А если его нет, тогда что делать? А если его хорошего произведения нет, тогда что? Ну, там же могут быть разные вина. Подумай, что тебе хочется от вина, чтобы я знал, что тебе хочется. Вот на кончике ложки вот это вино попробуй для начала. На кончике ложки попробуй. Кисленький такой. Даже, по-моему, рябинки тут нет. Да тебе нужно... Ну хорошо. Ладно, мам, ты очень упряма. Очень тяжело понять. Ну пойми, от такого винишка слабенького, да? Не может быть вреда тебе никакого. Ну что ты ждешь от вина? Может быть водки тогда? Ну, обыкновенный. Хорошо, если как он есть, я сейчас пойду и постараюсь его достать.
Я сходу же пошел тогда, ладно, мам? Сходу же пошел. Но черт его знает в нашей России. То ли есть, то ли нет. Какое-то вино лечебное обычно применяется для лечения, я знаю. Но если оно сейчас, вот его полос будет. Посмотрим, если есть, очень хорошо. Беру, значит, сразу. Некоторые моменты по этическим соображениям мы публиковать в данной видеозаписи не будем. Это те места, где его матери просто было плохо и ее тошнило. Но вот непонятно, почему он это записывал. Ну и хорошо, давай. Вот, яичко тебе сейчас приготовить сырое, не взбитое? Вот хорошо, и ложечкой покормлю. Сейчас я быстренько полосну, яичко сделаю, а то ты доведешь себя. Черт возьми. Своим упрямством. Сейчас подготовлю яичко и будем кушать. Вот битое яичко попробуй. Давай коврочек. Немножко возьмем. Это битое яичко должно быть очень полезным. Белок. Мамуль, открывай очень, пожалуйста. Давай-ка. Опа, ну давай еще шире, шире, шире. Опа. Опа. Поднять голову, чтобы было легче вшваивать, нет? Я вытру, ты сейчас главное ешь. Поднять голову, нет? Голову поднять, мамуль. На, не взглянешься, на. На, пожалуйста. Опа. Ну как? Вкусно? Ну есть надо, есть надо. Давай еще третью ложечку. Чайная ложечка, ты совсем немного. Давай яичко. Давай, мамуля. Опа. Третья ложечка. Так, видишь, как хорошо яичко. Это посоветую еще Феронова. Давай еще. Опа, четвертая ложечка. Больше не будешь пока? Головку не поднять. Ну, да вытру я, подожди, ты не беспокойся об этом. Я же знаю, что тебе немножко попало. Вытру я, ну что ты беспокоишься о другом? Это я сам все знаю. Ты меня спрашиваешь о другом, как усвоилось. Тебе голову не поднять и не тошнит ли? Вот что мне интересно. Подожди, посмотрим. Посмотрим. Себя всегда, конечно. Хочешь запей водичкой? Я тебе хотел бы еще... Стоп. Перед тем, как запить водичкой, через таблеточки аспирину, ладно? Для разжижения крови. Мы делаем инфузию метронидазола, для страховки от тромбов надо... Сейчас дам аспирину через таблеточки. Это подстраховка от загущевания крови. Что, мамуля? Что? Ребята, вам не кажется эта аудиозапись странной? Ну, как минимум, для нас она показалась очень странной. Во-первых, ну какой нормальный человек, здоровый нормальный человек будет записывать свою больную маму? Причем больную настолько, что человек в принципе даже говорить не мог. Ну, доходило как бы, не к столу будет сказано, если кто-то ест. Как бы человек там рыгал, потому что ей приходилось вливать лекарства, как выяснилось. И он эти моменты все записывал. Да, как выяснилось, лекарства очень сильные. Непонятно, чем она болела, но что-то очень серьезное, потому что от этих лекарств ей становилось очень плохо. Да. В общем, что его двигало на то, чтобы вот это все записывать? Я вот не понимаю. Я честно говоря, у нас сложилось такое впечатление. У нас одна из версий такая появилась, что, возможно, он ловил тот самый страшный момент, неприятный момент. Смерть матери. Да, смерть матери. Возможно, он это хотел зафиксировать. Он же не знал, когда это произойдет. А, видимо, врачи сказали, и по состоянию здоровья мы же тоже, когда слушали это, понимали. Что там оставалось, наверное, считанные дни. Может быть, он это хотел поймать, этот момент. Но для чего? Больной на голову человек только такое, наверное, может делать. Я тоже. Простите, если я говорю что-то не так. Может быть, конечно, у вас есть на это свое мнение. Да, пишите в комментариях все свои версии. Да, я не права, но вот лично мое мнение, хочется в своей голове, вот я по себе знаю, да, хочется в своей голове оставить только хорошие, позитивные моменты, связанные со своими близкими родственниками, и вспоминать про них только хорошее.
Но вот это вот... Я не думаю, что это правильно. Я тоже этого не приемлю и Да. не понимаю. Так вот, у нас родилась еще одна такая странная мысль. Но, в общем-то, всякое может быть в жизни. Не будем исключать ничего. Мы предположили, что, возможно, он все эти записи делал для того, чтобы, так сказать, поймать тот момент... Неправильно, не так я выражаюсь. Ну, Не правильно, поймать тот момент, зафиксировать, когда начинаются у него какие-то голоса в голове. Да, мы подумали, что его беспокоят голоса в голове. Да. И он поэтому постоянно записывает. Вы именно в те моменты, когда, в принципе, записывать, ну, не имеет смысла. Мы имеем в виду вот эту запись с матерью, с больной. Но мы сделали такой вывод не просто так с бухты-барахты. Мы просматривали много видеоматериалов, связанных вот с психикой человека. Читали тоже немало всего, чтобы хотя бы как-то разобраться в его личности, что он из себя представлял. И именно поэтому мы сделали такие выводы. Ну, какие выводы? Имеется в виду, что у него слишком много общих черт с больными людьми, с преступными людьми, ну, связанными с маньяками, конкретно маньяками-шизофрениками. То есть мы много чего реально изучили, как Света правильно сказала, перелопатили кучу всяких передач и нашли вот именно эти ниточки, которые именно вот конкретно связывают с этим. Он странный человек. Много вопросов после него возникает. А сейчас мы покажем вам одну не менее интересную запись, где он рассуждает на тему астрофизики. И даже в этом случае можно увидеть, что в его мыслях тесно переплетается тема НЛО с темой политики. Подозрительно и то, что НЛО-навты выбирают все нравственных людей для опытов. Очень это похоже на агитацию за нравственность в смуте по заданию сверху. Посмотрим. Вот такие брошюры писали люди умные и непримитивные. Они убедительны, поэтому видно, что факты описаны. Но даже это может быть обманчиво, ибо человек развитый и вымысел так опишет, что от факта не отличишь. Одно ясно. Не один я видел под Казанью это самое НЛО. А дайджест пестрит сообщениями о НЛО. Неосязаемых, исчезающих и возникающих, как в Солярисе. Примечание. Имеется в виду фильм СССР 1972 года. Ну вот, журналистам они признались в своем бессмертии. Это наводит на мысли, а не разыгрывает ли он нас по заданию? Ведь науке пока неизвестны вечные объекты. Я могу себе представить бессмертие в масштабе Вселенной или ее большей части, но в малой это трудно представить. Разве что если допустить распространение принципа структуры материи глубже, в микромир, в область менее легких частиц. Та же идея микролептонов. Опять про НЛО в дайджесте номер 18. Прочитаю целиком его, вложу в ящик, ты его не покупай. Он дорогой, 80 копеек экземпляр. Да и не найдешь там. Я буду следить и высылать. Но учти, эстонцы вообще падки на гуманитарное и сверхъестественное. Так что очевидцам НЛО из Эстонии, где много экзальтированных баб, я не очень-то доверяю. Ну, еще хочется сказать, что надо отдать ему должное, что человек был очень умный. Очень. Просто, недюжного ума. Там ума палата, честно говоря. Во-первых, он специализировался во многих областях. Мало того, что мы знаем, что он был врачом,
Он увлекался политикой, очень глубоко анализировал постоянно это все, анализировал человеческие отношения. И еще есть интересная тема. Сейчас мы с вами перейдем к новой его записи, почитаем, ознакомимся с ней. Поехали. Ты хоть взвесь трезво. В борьбе со вторым юристом, в союзе по значению, я один из сильнейших адвокатов, с которым считаются все суды, и я этого достиг на ходу, не имея образования. При этом адвокаты обычно ведут либо уголовное, либо гражданское, а я веду оба сразу. Однако это стоит времени и усилий. Друзья, ну, наверное, вы заметили, да? У человека завышена самооценка. Я пошел, вломился на заседание исполкома, теперь это называется администрация района, и заставил их. Они сначала сделали вид, что сама кто такой, почему вы всегда значит, так настырно. Я им сразу, значит, мандатом этого самого помощника депутата, что говорю, вы обязаны мне ответить, что такое. А потом они мне, знаете, что говорят, когда я уже стал им пояснять что-то, да? Не говорите, мы вас знаем. Оказывается, знают. Понимаете, да? Делали вид, поначалу дурака валяли, понимаете, да? А знают почему, оказывается, там, во-первых, потому что по госздраву меня знает это начальник госздрава, поскольку я ребенка-то забирал себе тогда. Ну и вообще по городу знают они меня все. Более-то меня все знают обычно менты. Он это Швурович спросил недавно у своего мента, участкового, да? Вот, говорит, у меня теперь есть адвокат. А он спрашивает, кто? А она назвала мою фамилию, ты меня слышишь? И вот сразу говорит, вот знаю. То есть... Вот. Был прокурор обижен, этот сопливый, что я тогда судью послал, да, эту самую, как ее, Рахматуллину, что ли, да. А тут вчера мне пришлось адвокатчику просил стороны послать. Также нахер пришлось послать судья прямо в заседание. Ничего, судья я терпел. Иногда позволяю себе там с судьями резко себя вести, ничего, терпит, кувыряться. Неграмотные люди, приходится терпеть. Вот. А что касается Павла Петровича, его тут даже обсуждать нет, ничего, это пустое место абсолютно. Ничего не рассказывал, Павел Петрович, он страшный мудак. Он слушал на слух приговор и даже не понял, что в приговоре. Он не понял, что судья вывернулся там, хитро очень вывернулся. Он же ничего не понял, он мудак, есть мудак. Только одно название от него адвокат, больше ничего нету. В общем-то, это на меня оправдали полностью. Ну я знаю, я же это самый. Статистики, что хорошо ведет себя. Это отец бегает за него собирает, да? А сам парень возраста какого? Так, а отец сколько отцу лет примерно? Отцу сколько лет? 40. Так, ты мне это говоришь для того, чтобы я к ним поднялся и спросил, не нужна ли юридическая помощь? Я понял, мама, понял. Я поднимусь к нему, когда будет у нас пауза, и спрошу, ладно? После того, как вы придешь сюда. Ладно. Тут что, поможем? Ну, в чем дело, бабуль? Чего? Он хочет казаться лучше, чем он есть на самом деле. Да, он был умный, но куда направлял он свой ум, мы этого знать не можем. Мы знаем только то, что он позволил нам узнать. То, что он записывал на аудиокассетах, на каких-то записках, бумажках. Остального мы не знаем. Скорее всего, все самое глобальное уже уничтожено. Мы можем делать только какие-то выводы с того, что есть. Да, скорее всего, только поверхностное, но это наша точка зрения. Может быть, у вас будут намного лучше версии, правильнее. Поэтому высказывайте их, и мы все с вами обсудим в комментариях. Да, конечно, это не исключено, что кто-то из вас больше, допустим, в этой сфере может разбираться. Это мы лишь свое высказали. Да. И как бы коллективная, так сказать, работа, она дает лучше и больше результата. Да. Согласны? А сейчас мы хотели бы поставить вам одну аудиозапись, в которой есть подтверждение неким его физическим приступом. Что-то с ним было не так. Давайте послушаем.
Нет, мне на юридическую помощь не надо больших усилий. Я еле жив физически ходить. Ходить я еле. Меня мотает очень физическая нагрузка, меня сейчас утомляет больше. А вот головой-то я работаю спокойно. Меня вот за руку, вот после полгода меня водили за руку в трамвае. Посадить меня вот, да? Я же на больничной койке-то лежал не так, как ты вот пластом, а хуже. Ты еще попу можешь приподнять, да? Так? Ты просто лежишь, да? А меня так вот случалось, меня вдавливало просто в эту самую постель. Вот когда удар случается инсульт, да? Рецидив. Вдавливает в постель, то есть невозможно ничего приподнять вообще, понимаешь, да? Голову поднять я уже не мог. Ты понимаешь меня, нет? Я после инсульта 1,5 года без профилактики, и вот ровно в 10-9 часов меня начал вдруг, видите, зубы стучать. И трясись его, как при паркинсонизме. Хотя у меня... Давайте куда-нибудь пройдем. Пойдете. У меня предыдущий инсульт был левой позвоночной артерии, как сказать, и навел поражение верхнеуроподиальной области. Господин исполняющий обязанности. Алло. Народ? Да нет, это я. Из Сторожемский. Опять ты? Дай я. Дай сюда трубку. У тебя не получится. А вот сколько? Все такое. Ладно, пожалуйста. Его неправильно информируют. Пожалуйста, мамуля. Меня, признаюсь, приободрила весточка от Лужкова о том, что он намерен отходить от меня на 100 метров, почувствовав позывы физиологически направленности. Вот прослушав эту аудиозапись, вот как ты считаешь, на что вообще вот это похоже? Ну, услышав то, что он где-то обмолвился в каком-то моменте, он, по-моему, говорил об этом еще матери, что да вот, у тебя не такой приступ, у меня, мол, гораздо сложнее все, я даже двинуться не мог, я стучал зубами. Эпилептические припадки? Нет, неизвестно. Неизвестно. Я не знаю. Мы не можем сказать точно нет. Ну, Но что-то психологически его мучило. Возможно, даже, слушай, возможно, знаешь что? Это были фантомные боли. Потому как он конкретно ничего не говорил, что у него болит. И какие приступы его мучили. Угу. Он говорил только одно, что он лежал где-то в палате, где ему просто никто не мог помочь. Ну, от этих болей. Ломало его там, Да, что-то просто еще. вообще отрубало. Это я Отрубало. помню, да. Вот, о чем и речь, То есть он понимаешь? не двинулся, ничего Может не быть, это действительно были какие-то фантомные боли, которые были в его голове. мог. Есть составляющая в болезни психологическая. То есть человек же должен как бы психологически тоже быть здоров. Да, Чтобы вот и именно. физика и психология, они между собой очень взаимосвязаны. Ну, Конечно. Я считаю так. То есть, скорее Они всего, идут рядышком друг с другом. А здесь я не вижу, чтобы рядом шла его логика, его психика и да, вот физическая составляющая. и с каждым годом вот эти вот его вздохи, они были все тяжелее, все как бы надсаднее как-то. Ну, И еще нужно, знаешь, что заметить? Вот эти записи, там проставлены года. И вот начиная где-то с 1980 каких-то годов, почерк еще достаточно можно разобрать. угу. И он совершенно другой, в отличие от того почерка,
где он писал, скажем так, в конце 90-х, начало нулевых. Кстати, да, это очень хорошо показывает. Это же психология, понимаешь? Да, это же мозг, это работа Мозг, мозга. да, и когда напрямую. уже в конце, уже вот эти последние его записи, их совершенно невозможно разобрать. Да. Там просто, знаешь, кардиограмма. Угу. Каракули, короче Да. говоря. И причем, знаешь, обрывки каких-то слов, Мгм. обрывки фраз. Там нет никакой логики уже. Да, у него очень много записей, которые вот просто Без непонятные логики. фразы Не- какие-то, вот да. о том и я говорю. Заметки какие-то непонятные. Просто обрывки какие-то. Понимаешь, вспышки были, он это записывал. Раз какая-то вспышка, раз у него какие-то голоса или еще что-то, раз он записал. То есть эти фразы, не имеющие никакой вот логичности. Да. Так что из этого можно сделать только один вывод, что человек страдал. Да, он был умный, но горе от ума. Горе от ума — это первое. Второе, все-таки работа наложила свой отпечаток. Это что не Обязательно. говори, Да. профессиональное выгорание и прочее, 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 Да. что с этим связано. Да. Вообще этого исключать нельзя. То есть одно из другого следует. Ну что ж, дорогие наши друзья, бесценные подписчики и гости нашего канала. На этом мы ненадолго прервемся, но обещаем очень скоро встретиться с вами в 6-й части, но уже во 2-м выпуске «Психушки». Что? Вы спрашиваете, когда выйдет 2-й выпуск? Опять через полгода? Нет, спешим вас успокоить и торжественно пообещать, что 2-й выпуск выйдет не позднее следующей субботы. Ну а пока мы готовим выпуск, самое время подписаться на наш канал и включить все уведомления, уверенно ткнув в колокол, дабы не пропустить самое интересное и захватывающее. Ну а сейчас, с вашего позволения, я немного поспойлерю. Итак, дорогие наши друзья, следующий выпуск обещает быть еще более интересным, более информативным и просто завораживающим. Мы доберемся до самой сути, узнаем много тайн, страшных тайн этого доктора. Узнаем о жутких компроматах и даже о том... нет, пожалуй, вот об этом я пока промолчу. Пусть будет это для вас бомбической информацией во 2-м выпуске 6-й части. Ах да, а вот этой новостью я, пожалуй, с вами поделюсь. Мы купили довольно хороший квадрокоптер с прекрасным качеством съемки. А это значит, теперь наши выпуски будут более насыщенные, и с помощью его много чего сможем увидеть. И как раз во 2-м выпуске вы сможете увидеть всю психушку с высоты птичьего полета. Ну все, ребята, спасибо всем за внимание и просмотр. Увидимся ровно через неделю, и помните, вы у нас лучшие.